Приветствую на своем канале. В данном видео пойдет речь на тему вот такого станочка станции по риболу чипов типа БГА. Ну, я не о нем хотел говорить конкретно. Вообще-то, когда мне его еще, я себе его не заказал, мне хотелось, точнее я его заказывал, но мне его почему-то никак не присылали. Я долго его заказывал. То одному продавцу, то другому. Никто меня не слал, не присылал, и все. Ну и потом, раз мне не... А мне-то нужно было. И я решил, глядя на него, подобие что-то, чтобы можно было самому придумать. И вот я придумал вот это вот такой вот. Правда, он крупный. Ну почему крупный? Потому как ранее, когда я еще только этим это интерес у меня был, но я еще мало чего знал. Хотя и сейчас-то особо не больше знаю, может быть. Ну, все-таки что-то знаю. В данный момент это у нас трафарет называется, как правильно сказать, холодного нагрева, да? Или как это вот, холодного. А есть трафареты прямого нагрева. Ну, это подобие, в смысле вот такие вот, это прямого нагрева, да? Они есть разные, универсальные, такие я не буду объяснять, потому что все, кто об этом знает, лучше меня знают об этом. Я вот, видите, даже в данный момент не подготовился, не посмотрел в интернете, как же он правильно называется. Я знаю, что он называется что-то такое холодное. Да мне вообще-то без разницы, холодное, там, горячее, мне пофиг. Короче, в данный момент что я хотел вам показать. Вот я сделал его вот такой вот, ну, глядя на это, да, примерно так, как, ну, поразмышлял, думаю, что же можно сделать. Обыкновенный радиатор из-под процессора ПК. Это пластины, они как бы алюминиевые идут. Видите, я их как бы буквой Г немножко так завернул, что специально вот когда я, ну, вот сейчас саморезами прикручивается сюда, вот, просто притягиваешь, они, пружина у меня усиленная. Это с целью для того, чтобы чип плотнее придавливало к трафарету. Ну, потому что когда загоняешь пасту БГА, она бывает не просто во свои отверстия попадает, а еще и под низ лезет. И потом прогреваешь, не замечаешь, а она, оказывается, уже там внутри под этим трафаретом это расплавляется, короче. И приходится переделывать. Но это было ранее. Сейчас у меня такого не случается. Как это у меня... И вот я сделал тут специально алюминиевые такие штуковинки. Это вот вырезал специально вот под такой. Это трафарет из-под, по-моему, СБ 600 вроде бы. Это Южный мост. Вроде так вот я плохо вижу. По-моему, СБ 600. Хоть СБ, хоть не СБ, они, как сказать, могут другие подойти сюда. Хоть ты ставь побольше. Побольше вот еще есть. Вот устанавливаешь вот так его. Я не буду сейчас чип укладывать, потому что я без очков трудно вижу, плоховато. И просто так наглядно покажу. Ну и вот когда устанавливаешь, я еще, правда, сверху эту укладывал. Можно, конечно, не без нее, но она, видите, немножко уже. И чтобы она ее не проскакивала, я просто, например, так раз, я вот так вставляешь. Ой, извиняйте, переборщил неправильно, так. Сейчас, секундочку, сейчас только дело получалось. Так, вот я вот так и выставляю. Там чип с понтом стоит у нас. Все. Ну, это я так сейчас не буду устанавливать там. Вот она так устанавливается. Вот эту пружинку, так ее немножко туда сгинаешь, чтобы... Вот пружинку сейчас я поправлю. Сразу, когда устанавливаем, мы сразу его поправляем. Все четко делаем. Она у нас устанавливается. Ну, сейчас не буду, а то собьется. Все, видите, все работает, в принципе, нормально. Можно, конечно, и сделать меньше станочек. Вот под такие трафареты. Мне в данный момент не нужен. Мне этим удобно. Я в данный момент, в принципе, сейчас этим и не пользуюсь, потому что... почему я им не пользуюсь? То, что когда даже вот этот трафарет сюда поставишь,
Он как бы, когда греешь его, вот, например, термофеном, она получается, тут оплавляются шарики, а по краям получается, так как она, видите, толстая, ну в смысле держатели эти толстенькие, они это получается берут на себя температуру. И приходится в этих по краям сильнее греть, хотя шарики везде уже оплавились, а эти до сих пор еще не оплавились. И вот ты греешь, 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 и получается это эти края перегреваешь, что не совсем полезно для самого чипа. А это, видите, все удобно. Прогрел, и сразу они все буквально плавились, так как этот алюминий. Она быстро температуру набирает. Еще что я хотел сказать. Много раз часто я пользовался обыкновенными ватными палочками или зубочистками. Ну, короче, разными способами пробовал. И так, и сяк. В смысле, чем загонять эту пасту БГА. Ну, делал, конечно, получалось, но меня это не устраивало. Вот, ну, что-то не нравится. Вот вроде вата это морается там, ну, не очень удобно. И вот буквально вот так, буквально вот неделю назад, наверное, даже не неделю, а вот в начале недели я никогда этим не занимался, понимаете. Вот кто-то там показал, вот ватная палочка, там спичечкой, там какой-то зубочисткой. И вот вроде и стараешься. А потом просто решил, думаю, а чего же я себе сам не подумаю просто, чем можно другим что-то это использовать. И нашел выход. Обыкновенный DVD, CD диск. Прогреваешь его, расслаиваешь этот диск. Видите, какой он эластичный. Очень удобный, кстати. Вот я его, у меня было уже, я вот потерял ее, могу еще одну вырезать. Просто можно вот этим. Очень удобно этот пасту БГА туда загонять. Вот положил ее туда и вот обводишь, видите. Она очень это эластичная, такая мягкая, просто сильно не давишь. Так тихонечко вгоняешь ее туда. Все установил, то есть в смысле вогнал эти во все отверстия туда. А потом, например, по поверхности надо вот эти остатки убрать. Этим же просто вытираешь его. И это самое, ну, чтобы лишний. Да можно даже не вытирать, он так. Просто вот так скребешь, как говорится. И она вот это лишнее все убирает. Все нормально. Прогреваешь, все. На поверхности ничего не остается почти. Ну, там может даже, ну, можно убрать. В смысле, ну, не плотно, в смысле, она убирается. И все оплавляется, и все чисто получается. Так что вот попробуйте, очень удобная вещь. Мне, как раньше не доходило, не знаю. Ну, просто никогда не задумался об этом. Так, что еще хотел сказать мне? Вроде бы я уже все сказал. Что еще можно придумать? Да, конечно, у меня тогда и ни болгарки ничего не было. Я это все ножовкой, все, можно сказать, вручную делал. Ножовкой по железу резал. Обыкновенной дрелью сверлил. Еще у меня даже и электрической дрели не было. Это когда такое время еще было, что вроде бы она все появилась у нас в магазинах. Ну, как-то еще, ну, вот не покупал я себе. То ли они дороговатые были, я уж не помню. Сейчас-то уже много товаров появилось, что которые не так дорого. Пускай она может и не такое качество у них качественное, но, по-моему, неплохое. В следующем видео я покажу, например, что там, ну это уже потом, как говорится, не буду говорить, чтобы от темы не уходить. Ну все вот, в принципе, видите, даже можно сделать и поменьше, если я, может быть, я уже повторяюсь. Тут могу повторяться. Так, все вроде бы сказал. Ну что, ставьте лайки, хоть даже дизлайки или дизлайки. Мне как-то по барабану, не совсем, конечно. Хочется, чтобы кто-то заинтересовался, потому что можно все своими руками делать, не покупая в магазине. Этим тоже можно пользоваться. Он такой аккуратненький, все удобный. Только что вот эти места, может быть, их как-нибудь обточить можно. Тоньше их сделать, чтобы они меньше на себя температуру брали. И очень удобный будет. Лишь бы она не сломалась потом. Да не сломается. Ну все. Всем пока. Удачи. И все.